Усім привіт! Знову вітаю усіх на своем канале. А начать я хочу с того, что мы переехали в Северную Каролину. Сейчас мы живем в городке Кэрри, который является одним из ближайших пригородов и городов-спутников столицы Северной Каролины Ралли. Ну а разложив вещи, мы в первые свободные выходные решили съездить посмотреть центр Ралли, посмотреть местные музеи и, конечно же, Капитолий. Ралли считается вторым по величине городом штата после Шарлотт, а также одним из самых быстро растущих городов страны. Ранее на этом выбранном участке не существовало ни одного известного города или поселка. Это был один из немногих городов США, который был спланирован и построен специально, чтобы служить столицей штата. Место для строительства новой столицы было выбрано в 1788 году из-за его центрального расположения, которое защищало бы город от нападения с побережья. Официальная дата основания Ралли как столицы штата считается 1792 год. Но сейчас мы находимся вот напротив Капитолия, в сквере, где стоит статуя трем президентам Соединенных Штатов Америки из Северной Каролины. Здесь также стояла и большая статуя конфедерации, но после протестов в 2020 году за расовое равенство губернатор приказал ее убрать. На территории сквера Капитолия также стоит монумент, посвященный героям войн, в которых приняло участие Соединенные Штаты Америки. Это и гражданская война, Первая мировая, Вторая мировая, Корейская война и война во Вьетнаме. Для публики Капитолий открывает свои двери в выходные дни, как правило. Здесь всегда работает гид, который проводит экскурсии по Капитолию за символическую плату. А так вообще вход бесплатный, что было очень приятно. В ротонде находится статуя Джорджа Вашингтона. Он перед нами предстает в виде такого римского патриция или философа за размышлениями. Эту статую когда-то изготовил римский зодчий Антонио Калувы, и это был подарок Италии Северной Каролине. К сожалению, это уже копия, потому что оригинальная статуя погибла во время пожара в 1831 году. К сожалению, в том страшном пожаре погибла не только эта прекрасная статуя, но также и само здание Капитолия, которое было вновь отстроено в 1840 году. С тех пор Капитолий практически не изменился, и сегодня в нем размещаются офисы губернатора Северной Каролины, а ранее здесь заседал Верховный суд, а также располагалась городская библиотека. Со временем были отстроены отдельные здания, Верховный суд переехал в здание по соседству через дорогу, и для библиотеки также было отстроено отдельное здание. Сейчас мы заходим в зал, который называется Senate Chamber, если я правильно прочитала. То есть здесь по-прежнему собирается Сенат штата North Carolina. Здесь они принимают какие-то свои законы местные. Вот, и все это функционирует, а на выходных открывается, чтобы экскурсии могли прогуляться и посмотреть место, где творится история штата Северная Каролина. В 1947 году граждане Ралли приняли форму правления совет-менеджер, который до сих пор является нынешней формой правления города. Члены совета избираются от одномандатных округов, они нанимают затем сити-менеджера. Ну вот мы вышли из здания Капитолия штата North Carolina. Вот это вот здание суда. Дальше стоят костелы, церкви. В общем, тут такой идет перезвон колокольный. Место, где находится Капитолий, называется Капитолийской площадью. Это центральная часть исторического района Ралли с двухвековой историей, представленной в архитектуре, выполненной в основном в стиле классического возрождения. Также здесь в центре сконцентрированы практически все музеи столицы, и это очень удобно для туристов. Сегодня мы решили посетить музей истории Северной Каролины.
Штат Северная Каролина широко известен как место, где братья Райт вошли в историю в 1903 году, совершив первый управляемый полет на аппарате тяжелее воздуха. А далее мы попадаем в зал спортивной славы Северной Каролины, который был основан в 1962 году в честь тех людей, которые благодаря своей деятельности в мире спорта принесли признание и уважение себе и штату Северная Каролина. Каждую весну в зал вводят новых членов. Здесь представлены известные лица из баскетбола, бейсбола, американского футбола, гольфа, гонок на серийных автомобилях, плавания, тенниса и легкой атлетики. А также здесь собрано около 200 различных экспонатов, предметов, которые когда-либо принадлежали этим спортсменам. А в этом зале представлены экспонаты, связанные с военным опытом жителей Северной Каролины. Здесь можно узнать о жизни солдата во время каждого вооруженного конфликта, начиная от Испано-Американской войны 1898 года и до Второй мировой войны. А эта выставка называется «Северная Каролина от А до Я». Она освещает множество людей, мест и событий из истории штата Северная Каролина. Здесь используются в основном экспонаты и различные артефакты, изображения для представления знакомых и менее известных тем из прошлого нашего штата. А это аптека 20-х годов прошлого века. Аптеки, подобные этой, располагались на главных улицах городов Соединенных Штатов Америки и были в основном центром общественной активности, поскольку здесь, кроме лекарств, можно было купить все предметы повседневного обихода: мыло, косметика, сигары, принадлежности для бритья. Сюда приходили семьями, потому что для детей здесь продавались конфеты, всегда стоял фонтанчик с газировкой и мороженое. В самом начале прошлого века многие жители Северной Каролины полагались на фармацевтов. Здесь они занимались приготовлением лекарств, а также и прописывали лекарства, поскольку в сельской местности не хватало врачей. Эта экспозиция прослеживает жизнь в Северной Каролине от ее первых жителей и до конца 20 века. Первые поселения людей в Северной Каролине появились 14 тысяч лет тому назад. В этом зале показаны все основные моменты истории Северной Каролины, включая жизнь американских индейцев, европейские поселения, пиратство, американскую революцию, фермерскую жизнь начала XIX века. Выставка также продолжается через довоенную эпоху, гражданскую войну, подъем промышленности, Великую депрессию, две мировые войны и движение за гражданские права. А также большая часть экспозиции была посвящена истории протестов в Северной Каролине за гражданские права афроамериканцев. Здесь представлены экспонаты, которые иллюстрируют, как протесты возникают в течение времени, их формы и выражения, а также наследие этих движений. Ну а на этом наша экскурсия по музею закончена, и это было очень интересно и познавательно. Рядышком с музеем находится еще одна достопримечательность Ралли. Это церковь Grace Church, которая была построена в 1821 году и является старейшей епископальной общиной в районе Ралли. История церкви очень богата и сложна, а в 2021 году она отпраздновала свое 200-летие. Так, наш первый хайк. North Carolina. Идем к озеру. Вот такой вот. Здесь, конечно, тропинки не сильно вытоптаны, но везде висят на деревьях знаки. Здесь несколько троп, где-то в 5 минутах. Вот такие значки, по ним ориентируешься и идешь. Скоро выйдем к озеру. Северная Каролина – это очень зеленый штат, в котором огромное количество лесов, полей, рек и озер. Для большей части нашего штата характерен субтропический климат. Только в горных регионах немного прохладнее. Основными факторами, влияющими на климат в нашем штате, является близость Атлантического океана и течение Гольфстрим.
В отличие от Калифорнии, дожди у нас идут круглый год, а снег выпадает в основном в горах, но каждую зиму. Единственный минус – это то, что прибрежные районы Северной Каролины часто страдают от ураганов и тропических штормов. А в центральных районах штата зимой нередко снежные бури, весной бывают торнадо, а летом сильные грозы. Растительный мир Северной Каролины также очень разнообразен. Он представлен огромнейшим видом пальм, кипарисов, различных видов сосен, и растут они и на песчаных почвах прибрежных равнин, и в смешанных лесах Апалачей. А также разнообразна и фауна Северной Каролины. У нас проживает огромное количество видов зверей и птиц, и десятки видов рептилий, в том числе и аллигаторы. А это наш район, в котором мы сейчас живем, в Северной Каролине, в небольшом городочке под названием Керри, который находится недалеко от столицы штата. А это традиционный праздник Хэллоуин, который является частью американской культуры. Американцы очень серьезно подходят к этому празднику. Подготовка начинается еще в сентябре. Они очень серьезно подходят к выбору костюмов. Обычно семья одевается в одной тематике, но уже в саму ночь Хэллоуина жители устраивают что-то вроде бы аттракциона с элементами театра. Фотографируются, затем дети ходят по дворам, собирают конфеты. В общем, это потрясающий семейный веселый праздник. А сейчас мы направляемся в один из самых крупнейших мебельных магазинов Северной Каролины, который называется Furniture Land, что в переводе означает «страна мебели». Это огромнейший магазин, который состоит из нескольких павильонов. В этом павильоне находится очень интересная дизайнерская мебель. Она, конечно, по кусачим ценам, но здесь можно вдохновиться и перенять какие-нибудь интересные идеи. В общем, мы так натоптались, что в конце концов вот так мы оба с Вовкой и выглядели. А затем мы отправились на побережье Атлантического океана. Это от нас где-то в 2 часах езды. Здесь очень красивые широкие пляжи, мелкий белый песочек и очень теплая вода. Недалеко от побережья находится очень славный и красивый город Уилмингтон. Сердце Уилмингтона сосредоточено в его оживленном речном районе, по которому мы сейчас прогуливаемся. Здесь и современная культура, и историческая обстановка. Город отличается очень богатым прошлым, а сейчас он представляет собой оживленный прибрежный город. Он был основан в 1730 году и носил множество названий: Новый Карфаген, Нью-Лондон, Ньютон. В конце концов, в 1740 году он стал называться Уилмингтон в честь Спенсера Кэптона, первого графа Уилмингтона, который был в то время премьер-министром Великобритании. А сейчас перед вами достопримечательность Уилмингтона Battleship USS North Carolina, быстроходный линкор, первое судно такого типа, построенное для ВМС США. Корабль был исключен из регистра военно-морских судов в 1960 году и был спасен от разборки благодаря кампании по сохранению судна в качестве корабля-музея. В 1962 году корабль был открыт как музей в Уилмингтоне. Территория вдоль реки была плотно заселена различными культурами коренных народов на протяжении тысячелетий. А затем сюда прибыли переселенцы из колоний Вирджинии и Южной Каролины, а также большинство из северных колоний Вест-Индии и Северной Европы. Ну а на этом я розвітуюсь з вами. Великий дякую за перегляд. Вельми сподіваюся, що вам сподобалося моє відео. І до наступних зустріч на моїм каналі.